как это говорится, по фэншую мы не ищем легких путей. И вот он, пиксель. Пиксель плавает. Пиксель живет пока. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот мы его решили помыть. И он все еще жив. И так тоже жив. И так тоже жив. Ну, хорошо. Хорошо же ж. Всем привет! Вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня. И здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы с вами будем обозревать Pixel 7. Что это за смартфон и с чем его едят? Разумеется, это самый желанный Android смартфон из тех, что я видел, во всяком случае, в поиске. То есть, если мы открываем благополучным образом какой-нибудь там Google Words, либо Яндекс слова, мы видим в поиске, что Pixel 7 ищут намного чаще, чем Pixel 7 Pro. К слову, его я уже сравнивал примерно таким же образом, но со смартфоном под названием Vivo X90 Pro Plus. И кому-то больше нравился Pixel, кому-то больше нравился Vivo. Сейчас вы видите вход сразу на два устройства, и я думаю, что в названии вы увидели, что это GoPro 11 плюс Pixel 7. Где Pixel 7, где GoPro, вы сейчас постараетесь узнать. К сожалению, фронталки я не смогу для вас сравнить, потому что у GoPro нет фронталки. Но тем, кто не понимает, что есть съемка, чем больше вы видите у меня недостатков на лице, а я ничего не замазываю, тем лучше и более детальный то или иное устройство снимает. Это не должно ничего сглаживать. Плюс, что я могу сказать сразу о Пикселе? У него великолепная камера, у него ужасный процессор, но вы же не для этого смотрите обзор, вы смотрите для того, чтобы решить, что для вас лучше, тот или иной девайс. Насколько актуально покупать, допустим, экшн-камеру, либо флагманский смартфон, вы сейчас можете решить. Но еще раз напоминаю, что Vivo X90 Pro Plus также вход был с Pixel 7, а с Vivo X90 Pro Plus вход был на обзор на Xiaomi 13 Pro. Можете сравнить эти девайсы для себя и решить, что для вас лучше. Смотрим. Напоминаю, что вход снимается в 4К 30 FPS. И насколько хорошо, опять же, тот или другой девайс снимает, по вашему мнению, вы сейчас сможете оценить. Локаций будет несколько. Разумеется, примеров съемки от Pixel 7 будет море. На GoPro я сделаю обзор уже потом. Может быть, таймлапсы всякие записал, но те, кто покупает, опять же, экшн-камеры, те понимают, что альтернатив здесь нет. Если брать Android устройство, альтернатив море. К слову, за этот смартфон огромное спасибо Филу с канала Честный Блог. Он предоставил мне Pixel 7, и я для вас его же фактически сейчас и тестирую. Смотрим. Все еще 4К 30 FPS, уже несу штатив, получается, в руке. Вы все еще пока не знаете, надеюсь, из-за моих очков, где у GoPro, где Pixel и насколько хорошо, опять же, в движении. Это не стабилизатор. Напоминаю, что любой смартфон, либо что угодно необходимо по мне для грамотного и красивого всего и вся приобретать любой стаб, желательно DJI, можно какой-нибудь бэушный на Авито. Сейчас поднялся ветер. Pixel 7, что это такое, еще раз, и с чем это едят? Никаких космических цифр в плане, допустим, герцовки. То есть, к сожалению, это только 90 Гц. Никаких 120 здесь нет. По процессору, как многие говорят, он не игровой, а абсолютно солидарен. Никакого запаса по плотности пикселей тоже нет. И это камень в сторону смартфона. Почему? Потому что если я рассказываю о, допустим, Vivo X90 Pro Plus и говорю, что вот, к сожалению, там ценник какой-то космический, но у Vivo X90 Pro Plus есть эконом-версии типа X90 просто, и он нафарширован намного больше при той же стоимости, что и Pixel. Если брать плюшки Pixel, я даже о них рассказывать не планирую. Но вы же понимаете, что если я даже о них расскажу, 90% плюшек Pixel просто не работает на территории Российской Федерации. А ввиду того, что я ютубер с российской аудиторией, я не понимаю, для чего о них рассказывать, если вы не сможете их использовать. В принципе, скорее всего, вообще никогда. И вот сейчас довольно сильный ветер, картинка, сами видите какая. Вот повернулся и солнце бьет мне в глаза. Ну пишите комменты, пока неизвестно, что и что, правда, ни по звуку, ни по... Ну и по мне хватит вас мучить. Вот сейчас я ушел на 1,5 метра от двух девайсов. Так будут отрабатывать микрофоны. Вы видите, где GoPro, вы видите, где Pixel 7. И для себя можете оценить, стоит ли приобретать, допустим, телефон для того, чтобы делать какую-то съемку.
Насчет всяких GoPro и всего остального, разумеется, вы должны помнить, что это экшн-камеры, с них звонить нельзя. Для их использования адекватно необходим, собственно, смартфон. Вы его подключаете к камере и потом уже спокойно можете ее настраивать. Все остальные манипуляции без смартфона — это нехорошо. Возвращаясь к пикселю, обзоров на него тулиар. На Авито он торгуется от 40 до 50 тысяч в зависимости от того, на какого вы продавца попадете. Редко очень я вижу ниже 50. По ремонтопригодности я не скажу, что это самый волшебный смартфон. По картинке решать всегда вам. По поводу съемки видео и фото очень многие мне пишут, что я делаю худшую рекламу для любых видов смартфонов, либо худшую рекламу для фото и видео. Но, опять же, вы как-то по-другому можете прийти на пляж, как-то по-другому встать, какой-то супер крутой штатив с собой таскать на 30 килограммов по нему и Ланзе. Хорошо, смотрите тех, кто снимает все это дело в студии. Я считаю, что Pixel очень классный смарт. Смотрите, что он может. У него море минусов, но и море плюсов. Плюс он довольно классно выглядит. А учитывая его стоимость, однозначно очень многие его приобретут. Плюс у него фан-база просто космос. Но работает он, говорят, что без лагов, идеально все. Нет, по сравнению с Vivo, возьмите в магазине Vivo X90, X70, X90 Pro Plus. Поползайте пальчиком на экране Pixel 7, и вы поймете, о чем я. Флагманы, они очень близки очень часто. И не факт, что ваш флагман, хотя вы его выбрали, реально во всем лучше. Pixel точно не проигрывает. Смотрим. Ну и немного фронталки в тех же условиях, где было фото, включен режим разборчивая речь, и примерно так вас будет видно или слышно тем, для кого вы будете снимать свои ролики, вполне возможно. Во всяком случае, фронталка у него, я не скажу, что лучше. Сейчас штатив чуть-чуть шатается от ветра, окей, я могу взять даже в руки, для того, чтобы вы могли прикинуть, насколько все-таки фронталка хуже основной камеры. И понять, что по большому счету мы будем в большинстве своем использовать ее исключительно для кружочков. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно 30 числа на стримах. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал личный, где я фотографирую либо делаю видео различных тестов, которые иногда не входят в ролик из соображения лояльности к аудитории, которая уже купила данные девайсы. Телеграм-канал взаимопомощи, нас там 14 тысяч человек. И телеграм-канал скидок, нас там уже 83 тысячи человек. Подписывайтесь с колоколом, пишите в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Напоминаю, что Pixel 7 Pro, Xiaomi 13 Pro, Vivo X90 Pro Plus, все это было у меня на канале. Можете посмотреть обзор, прочитать комментарии людей согласных или купивших и сделать для себя выводы. Перейдем к смартфону. Поставляется данный девайс в 3 вариантах расцветки. Это белый, черный и лимонный. Хотя очень сильно вряд ли вы будете видеть данный цвет, если вы только не будете в прозрачном чехле этот смартфон носить, а так, скорее всего, вы будете видеть всегда цвет чехла. Скользкий он. В комплекте со смартфоном мы имеем кабель для зарядки USB-C на USB-C, переходник, краткое руководство и ключ для извлечения слота под сим-карты. Слот под сим-карты, разумеется, под одну симку. Плюс можно сюда еще eSIM завести. Габариты 155 на 73 на 8,7 мм, а весит он 197 граммов. Дизайн устройства такой же, как и у Pixel 7 Pro, только одного сенсора нет в блоке камер. Тыльная часть выполнена из стекла Corning Gorilla Glass Victus, а рамка из алюминия. Сборка неплохая, как и качество материалов. Корпус безумно маркий и ко всему еще и скользкий, моментально собирает всю пыль везде. То есть, если про другие смартфоны можно сказать, что они просто пыль собирают, этот как будто магнитит ее на себя. Лежит Pixel 7 в руке удобно из-за закругленных краев. Пользоваться одной рукой в целом можно без проблем, но есть глюки в прошивке по пользованию одной рукой. Не буду их освещать, их освещали уже все, и они никуда не ушли. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии OTG 3.2 Gen 2, что очень круто, но опять же пиксели у меня очень не любят подключаться вообще каким-либо ноутбуком или стационаром. Я не знаю почему, но это уже не первый и не пятый раз, когда у меня сложности, и я фактически все, что снимаю на него, я выгружаю в облако. Далее есть 3 микрофона, динамики, звучание здесь, разумеется, стерео. Качество звука хорошее, но не хватает слегка лично мне громкости. В целом, как и в Pixel 7 Pro. Мини-джека нет, ИК-порта нет. Вибра просто топ, очень сильно, и оно мне понравилось. Официальный класс
класс водонепроницаемости IP68. В начале ролика вы можете наблюдать, как я топлю его. По итогу вода никак не повлияла на работу смартфона. Летим дальше. Смартфон оснащен OLED-дисплеем на 6,3 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus, контрастность 1:1, поддержка HDR, соотношение сторон 20 к 9, есть поддержка 24-битной глубины для 16 миллионов цветов. Плотность пикселей 416 ppi, что по мне отлично и больше и не надо. В режиме HDR яркость 1000 нит, пиковая яркость 1400 нит. В солнечный день при прямом попадании света на экран яркости в принципе хватает, пользоваться смартфоном можно без каких-либо проблем, но запаса яркости большого нет. Частота обновления экрана максимум 90 Гц, это какой-то странный фейл. 120 Гц здесь нет, притом здесь просто космический шим. Тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране, добавить мне вообще нечего. Показатели шима вы можете также наблюдать на экране, средним результат не назову, он ужасен по мне. Автояркость отрабатывает корректно и быстро, Always on Display в наличии, мультитач, конечно же, берет все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в дисплей, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, заводится отпечаток долго. Вы же любите долго, в отличие от Vivo X90 Pro Plus, в котором нужно 1,5 секунды, а здесь нужно 1,5 минуты. Ко всему, один и тот же отпечаток можно завести все 4 раза. К слову о безопасности, Vivo X90 Pro Plus нельзя завести 2 раза один и тот же палец, хотя в Xiaomi 13 Pro завести один и тот же палец можно, как и одно и то же лицо 2 раза. Распознавание лица срабатывает даже под углом, на большом расстоянии не срабатывает, но опять же я не считаю, что это минус. То есть вам нужно подойти к смартфону, где-то на сантиметров 70. Подбородок внизу экрана есть, но он минимальный. Экран у Pixel 7 хороший для повседневного использования. Исключая шим. Да, нет суперразрешения, но есть отличная яркость и цветопередача. В настройках достаточно различных функций для персонализации экрана и интерфейса под свои предпочтения. Процессор установлен стандартный Google Tensor G2, к сожалению, с техпроцессом 4 нанометра и 8 ядрами, хотя цифры даже неплохие. Максимальная частота 2,8 ГГц, также установлен сопроцессор Titan M2, графический процессор ARM Mali G710 MC10, операционная система Android 13 версии, оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 ГБ. Других вариантов нет. Внутренняя память скромная UFS 3.1 на выбор 128 или 256 ГБ, чего может не всем хватить, а вставить microSD возможности нет, повторяюсь. Имеется поддержка встроенного VPN на базе Google One, но данная технология работает не у нас, не во всех странах. Есть поддержка высокоскоростного 6E Wi-Fi, опять же, не для всех. Поддержка 5G сетей, которая тоже большинство не волнует. Есть версия Pixel 7 с поддержкой 5G mmWave с поддержкой бендов N260 и N261. Для 4G бенд есть 7 и 20. Напоминаю, если у вас японская версия смартфона, при любом раскладе вам нужно будет его перепрошивать, чтобы при фотографировании либо съемке видео у вас автоматически не было звука. В Японии у всех пикселей есть звук, если вы фотографируете, даже если он в беззвучном режиме. Связь смартфон ловит отлично, звучание во время разговора хорошее, микрофоны не подводили. Датчик приближения периодически глючит, не знаю, с чем это связано, возможно, с прошивками все пофиксит. Bluetooth версии 5.2 с 2 антеннами, почти последняя, NFC поддерживается. Разумеется, можно устанавливать MirPay. Навигации на борту GPS GLONASS Galileo QZ-SS. GPS-тест показывает точность около 6 метров в городских условиях, и это ужас. Емкость аккумулятора 4355 мАч. PC-Mark смартфон у меня прошел с космическими данными в 9 часов 11 минут, и вот очень круто это. А на тесте Work 3 выдал 11675 баллов. По моим тестам его хватит свободно вам на 6 часов включенного экрана, если сможете в него смотреть. Smart поддерживает быструю зарядку на скромные 30 Вт, также беспроводную зарядку стандарта Qi и реверсивную зарядку. В среднем заряжается от 0 до сотки за 1,5 часа, не быстрее. За ночь в режиме ожидания у меня уходит порядка 15%, и это у всех такая беда. При просмотре роликов на YouTube по Wi-Fi уходит около 9% заряда, в играх 20% за 1 час на максимальной яркости. Genshin Impact запускается, к слову, за 30 секунд, но настройки его рекомендованные меня не порадовали. Но не будем, вы и так знаете, что это не игровой смартфон. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит плохо, процессор тротлит, 175 гипсов минимально, максимум 370, в среднем 241 на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench в сингл-коре 1054, в мультикоре 3313, 3D Mark показал Wildlife 5882, Wildlife Extreme 1846, Wildlife Stress Test 6208, Wildlife Extreme Stress Test 1842, Slingshot Extreme и Slingshot на максимум. В Antutu выдал результат в 754 тысячи попугаев, а Storage Test совсем не лучший, показал 37 987 баллов. Но они неплохие. 45-минутный стресс-тест прошел вообще не радужно. Все видите на экране. Теперь по камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из
двух сенсоров и двойной LED-вспышки направленного микрофона. Основной широкоугольный сенсор Octa-PD Quad на 50 мегапикселей, сверхширик на 12 с углом обзора в скромные 114 градусов. Также имеется датчик LDAF, лазерная автофокусировка, спектральный датчик и датчик мерцания, оптическая стабилизация на борту, как и цифровая. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, 8К нет, как и 120 FPS для 4К. Для HDR 60 FPS нет. Фронтальный сенсор на 10,8 мегапикселя находится в верхней части экрана по центру. Фокус фиксированный, а угол обзора 92,8 градуса. Максимальное разрешение для съемки видео 4К 60 FPS, что отлично. По большому счету все то же самое, что и в Pixel 7 Pro, только отсутствует телефотосенсор. В стоке имеются различные режимы как для фото, так и для видеосъемки. Также можно в настройках камеры выбирать, с какого микрофона будет идти запись. Можно подключать родовские микро. При съемке на основной сенсор есть проблемы с шумами в местах без хорошего освещения. Цветопередача неплохая, но, как по мне, тон кожи слегка краснит. Картинка слегка мыльная, кадр на основной сенсор немного, но кропается. Фронтальному модулю с трудом дается работа со светом, так как есть незначительные пересветы. Но опять же, картинка многим может понравиться, а все, что я перечисляю, это лично мои наблюдения. Вы можете видеть абсолютно другое. Короткие примеры вы сейчас увидите. Все познается в сравнении. Стандартный тест во время покушек. Все максимально спокойно и ветрено. И солнце бьет прямо в линзу. И съемка на Pixel 7 с одной руки. На основную камеру, на ультраширик, X2, ультраширик, основа. Примерно так. И теперь немного фронталкой. Также в движении. Давно видели, как работает автофокус. Лицо. Барабанная дробь. Пропускают. Есть. Нет, не есть. Ну почти. Как говорится, это было близко. Вот так в движении сможете себя сами снимать. X1.4 не нужен. Слишком близко. А на обычной норме 4К 60 FPS. Все по фэншую. Немного видов движения с одной руки. Вот чего-чего, я думаю, примеров того, как снимает Pixel 7 в сети просто навалом, но если вы абсолютно колхозным образом тоже решите снимать где-то в торговом центре с одной руки, без стабилизатора на фронталку в 4К, во всяком случае вы будете знать, как у вас будет звук, как у вас будет цвет и все остальное. Разумеется, для этого нужно иметь определенный уровень наглости, потому что люди в ТЦ не для съемок ходят, да? Но не об этом рассказ про то, что съемка ведется сейчас довольно стабильно, и насколько стабилизатор отработает в итоге. То есть если я полностью вытягиваю руку, то примерно так. Если X1.4 так, X1 так. Насчет того, зачем так много камеры, все очень просто. А что в пикселе еще есть? Стабильный процессор. И вот она, основная камера. Радость уровня прям ух. Почему? Потому что снимает она, конечно, классно. Хотя здесь, видите, поймала мерцание, потом передумала. И я думаю, что мерцание не появится теперь. Вот такая вот инсталляция здесь. В выходные здесь танцуют, гуляют. Но сегодня не выходной. Рабочий день, как говорится. Хорошо, не вижу никаких пересветов, ни игры теней, ничего, ни какого-то там баланса белого скачков, как в Lenovo. Все цвет блеск. Основная камера, пример съемки, можете умножать на 2. И здесь техника вообще не дешевая. А к чему это все? Если посмотреть на то, как снимает Pixel 7 в условиях недостаточного освещения, то видите, он мерцание иногда ловит, а так в целом отрабатывает он неплохо. Если предметная съемка, то вот. Автофокус довольно быстрый. Даже очень быстрый. Но, конечно, Xiaomi, вы знаете, какого цвета значок. Теперь понимаете, как цвета передаются.
записывать и понял, что ничего не говорил. Все бывает. И вот так сможете себя снимать. Ультраширик в движении. И даже у него с двух рук работает стабилизация довольно неплохо, я вам скажу. Но опять же, это по моему мнению. Ультраширик, немного романтичного заката. Съемка с ультраширика на основную, с основной на X2. Но X2 пока печаль, хотя вроде бы света хватает, и вижу почему-то обрывки. Небольшой ветер, разумеется. В целом неплохо, но почему-то вижу сейчас фризы. Не понимаю откуда. И, разумеется, с закатом немного фронталки. Не особо много, для того, чтобы понять, что с цветами что-то не то. Вообще не то. Вот там совсем другой цвет. Совсем. Алый. Люто алый. А вы видите алый. Еще чуть-чуть видео заката. Это ультраширик X1, X2 и зум на X7. Ну и, кстати, не совсем плохо. 4К, 60 FPS, основная камера смеркалась. И пеший ход вдоль пляжной линии. Уже местами включают освещение. В целом все видно. Пример съемки инсталляции. Еще не темно, но вот так это все будет выглядеть у вас на экране. Пиксель 7 на ультраширик. Теперь на основе. Основная 4К 60 FPS. И давайте X2. И X2 чуть-чуть. Сейчас красиво, но видео рваное. Основа 4К 60 FPS. Walking Street в начале работы, то есть нет никого. И вы сейчас можете наблюдать, во всяком случае, как огоньки горят. Вот это все постепенно открывается. Но главное нам не это, правильно, а то, что с неоновыми вывесками, в принципе, пиксель, если встать, то справляется. А вот если двигаться, ему они совсем не нравятся. То есть вот это дело все намного-намного ярче. Цвета абсолютно другие. Ну, ЧТД. Опять же, нужно сравнение смотреть. В следующих обзорах покажу. И немного ночной фронталки. Ощущаете, да, сразу, что она бесполезна? Вопреки всему, несмотря ни на что. Пиксель, не пиксель, одни шумы. Чуть-чуть темнее стало, и все. Магия закончилась. С другой стороны, опять же, повторяюсь, любые съемки, при любых раскладах необходимо что? Свет. Насколько бы профессионально вы все не делали, без света никуда, в принципе, не деться при любых раскладах. 4К 60 FPS, съемка в машине. И вот так вы сможете снимать. Если захотите. 4К 60 FPS, самый крупный торговый центр в Тае. И вы сейчас видите, как я с одной руки снимаю на Pixel 7, иду и спокойненько записываю вам пример. Очень похоже на рынок, но веселый рынок, чистый рынок. И точно рынок лучше, чем где-нибудь в Турции. Много таких штуковин. А главное, как снимает смартфон. Вроде бы неплохо. На ультраширик можно перейти. X7 мыло с одной руки. Вот так. Основная камера, и вот это уже интересно. Смотрим, сколько здесь стоит. На балдашнике, на GoPro. Все умножаем в 2 раза. Но это получается дорого. То есть GoPro в России стоит 32 на Авито. Здесь получается 37, даже больше, учитывая курс сегодня. Это бушные. Манфронтовские. Штативы, камеры, а главное, основная ультраширик и X2. Приключения хорошие, мне нравятся. Ну и на X2 единственное. Цены на объективы. Zeiss, Nikon и, разумеется, Leica. Да-да-да, умножайте в 2 раза. Бодро, правда?
Но зато эксклюзив. Прям эксклюзив. Вот чего по-настоящему не хватает нашим подросткам. Чтобы можно было не в игровой автомат, а в автомат с игрушками. Денежку положить и получить. Хотя, может быть, у нас тоже есть. 4К, основная камера, ультраширик, X2, быстрый переход, отличный автофокус. Ну а это уже ультраширик, чтобы вопросы по поводу фокусов и всего остального и автофокусов отпали. Вот так это все дело готовится. Сыр плавится, потом туда опускаешь мясо и ешь. Такие кафешек везде. Ну и плюс такие есть кафе с самообслуживанием, когда ты выбираешь, что ты хочешь есть в любых количествах, с фиксированной платой. Ультраширик. Вот так это должно выглядеть. Очень интересно. Thank you. В общем, кратко, точно не советую брать на одного. Я не знаю. Мне не кажется, что я смогу. Хотя я в себя и верю. Ультраширик. И еще раз, Pixel 7. В принципе, купил я Xiaomi 13 Pro. Наверное, обзор вы уже видели. И, разумеется, купил Vivo X90 Pro Plus. Ценник такой же, плюс-минус, как и на Алиэкспрессе. Но разница, в первую очередь, в том, что я его получил уже. И на руках. Но, разумеется, все это китайские версии. Глобалки еще нет даже здесь в продаже. Как работает стабилизация, вы видите прекрасно. Разумеется, на стендах никаких 13 Pro нету. Немного стандартной съемки в Старбаксе. Но мне пока она не нравится. Может быть, она вам нравится. Что-то с камерой, она свет не поняла. Сейчас заново запущу. Нет, все еще мне не нравится, как он снимает. Основная камера Starbucks. Может быть, я что-то не понимаю, либо давайте ультраширик. На ультраширике лютые шумы. Немного фронталки в Starbucks. Конечно, лучше, чем в дешевых смартфонах, но тоже шум. И роллинг шаттера не вижу. Несколько побрякушек. Это так, чтобы вам позалипать. Маленькие прелестные штучки. Лучшее мыло в Таиланде. Ощущаете, да? Выдумка. Я думаю, у меня тоже хватает. Надо, чтобы вы предметную съемку на ультраширик, на основную. И отдалите, чтобы улучшить автофокус. Отдалите вот так. Близко не хочет снимать, что неудивительно. Немного фронталки на улицах Бангкока, но вы видите один сплошной шум, мучить вас не буду. Не о чем нам больше говорить, да, Pixel? Хотя также все, повторяюсь, только шумов больше, меньше. Просто помним, что флагман, не флагман, ничего у вас не поможет, если нет света. Нет света, нет света. 4К 60 FPS, не забываем про предметную съемку, да? И автофокус. Раз. Два. Отдалите, чтобы улучшить фокус. Окей. 4К 60 FPS и всякие штуки. Хорошо снимают. Немного вечерней фронталки. 4К 60 FPS. Но шумов хватает, как вы видите. 4К 60 FPS, и как мне в комментариях пишут: Саня, ты делаешь худшую антирекламу для смартфонов. Но, друзья, окей, если вы будете в кинотеатре, вот как вы сможете снять лучше? Вы поставите на штатив, поставите отдельный свет, подключите отдельные микрофоны. Хорошо снимает, но вы всегда должны понимать, что телефон — это только телефон. Видите, сколько шумов? 4К 60 FPS, ультраширик вообще лучше не использовать. И X7 то же самое. Хотите себя обманывать, можете, не знаю, смотреть только студийные примеры съемки, либо съемку от профессиональных фотографов.
И вот этот такой шведский стол по версии Таиланда. Можно оплатить и есть что хочешь. Минусы: нет мини-джека, нет ЭК-порта, нет слота под microSD, экран царапается быстро, смартфон греется вне зависимости от сценария использования, экран водопад. Ужасный процессор и космический шим. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и скидок. Ну что же, если вы досмотрели до этого момента, вы готовы к моему резюмиру. Это мой взгляд на этот телефон, и я сейчас вам, конечно же, планировал рассказывать про то, что здесь космический шим, вы очумеете его ремонтировать. Это просто максимально скользкий смартфон, и это не идеальная оболочка, да, у вас чистый Android, но она все равно местами глючит. Но в то же время я четко понимаю, что к нему можно подключать родовские микрофоны, петлички и все остальное, и он с этим делом работает. Я четко понимаю, что если у меня даже и были проблемы с его Type-C-шником, это были мои проблемы, не факт, что они у вас будут. Следующий момент: за эти деньги приобрести что-то с защитой от влаги можно только у Samsung. Насколько оно больше лагает? Больше. Насколько у него больше шим будет у этого Samsung? Да плюс-минус те же тапки, только в профиле. У них нет супер-мега-космических приятных экранов. И что мы имеем в сухом остатке? Это довольно проблемный смарт, но вы получаете просто огромнейшее комьюнити. Это ценник, который они на него обозначили. Опять же, неважно, где вы будете приобретать, Али, Авито, любые другие площадки, если чуть-чуть включить мозг, можно его будет приобрести реально выгодно. Да, его нужно будет сразу укатать в пленку, да, его нужно будет сразу спрятать в чехол, но это повысит его безопасность. Если говорить о каких-то недостатках громадных, то еще раз повторяюсь, меня не устраивает его процессор. Это точно не игровой смарт, но если вы играете по минимуму, если вам нужен смартфон с защитой от влаги не Samsung за эти деньги, потому что за эти деньги все остальное это либо третий эшелон мракобесный, там какие-нибудь Моторолы, либо третий эшелон, потому что если брать те же BBK, я не помню, защита от влаги там за $500. Если брать Xiaomi, то же самое. И фактически это его суперспособность. Плюс, разумеется, вы будете все время говорить: вот смотрите, у меня чистый Android, я очень крут. По факту здесь нет ничего, от чего можно кричать «вау» с одной стороны. С другой стороны, здесь нет ничего, после чего можно сказать, что смартфон не стоит покупать. Да, 90% крутых штук, которые он может, нам здесь бесполезны. С одной стороны. С другой стороны, так в других смартфонах то же самое. К сожалению, к сожалению, точно не к счастью. И в целом резюмировать я могу так. Пишите в комментариях, понравился он вам или нет. Любому, кто оставит комментарий больше 5 слов, огромное спасибо, вы помогаете проекту. И, вопреки всему, несмотря ни на что, я однозначно советую этот смарт. Опять же, вы должны понимать, для чего он вам. Думаю, что на года 2, может быть даже 3 вам его должно хватить. Выглядит он, правда, классно. Фотографии, опять же, за счет искусственного интеллекта он дорисовывает классно. Съемка. Смотрите у всех смартфонов на моем канале. Как мне пишут: Саня, ты делаешь идеальную антирекламу любому устройству. Я снимаю, как и вы снимаете. У меня нет с собой переносного света, у меня нет с собой микрофонов. Я снимаю то, что снимаю. Если вы как-то можете по-другому снять, ну классно, значит вы хороший маркетолог. Вот и все. Поэтому от меня, повторяюсь, девайс сюда. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.